Вы действительно знаете своего кумира? Или за его идеальной сценической улыбкой скрывается мрачная тайна? Узнайте шокирующую правду о том, что Чингук тайно сделал для Тэйона, которая только что стала известна. Молчаливая жертва, которая меняет все, что мы знаем об их отношениях. Прежде чем мы углубимся в это захватывающее эксклюзивное расследование, обязательно оставьте комментарий со своей теорией ниже. Нажмите кнопку «Нравится» в знак поддержки и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующие важные главы, которые подробно раскроют правду, скрытую от публики. Вы когда-нибудь просыпались посреди ночи с ощущением, что что-то не так? Недостающий кусочек пазла в большой картине, которую вы всегда считали абсолютной истиной? Что если последние 10 лет то, что вы видели на камеру, это лишь тонкий слой реальности, которая намного сложнее, мрачнее и полна невысказанных жертв? Этот вопрос начал волновать миллионы людей по всему миру, когда в закрытом форуме анонимно появился зашифрованный цифровой документ, упомянувший одно знакомое имя, но в контексте, от которого забьется ваше сердце – Чингук. Все это время мир знал Чингука как разностороннего золотого Макне. Но за его спокойствием и непоколебимым профессионализмом скрывается большая тайна, связанная с его коллегой по группе Ким Тэоном. Что же на самом деле происходит за закрытыми дверями репетиционного зала HYBE или в тихих коридорах отеля во время мирового турне? Теперь это начинает раскрываться как героический и душераздирающий поступок Чингука, призванный защитить Тэйона от чего-то гораздо большего, чем просто давление со стороны индустрии. Сюрприз заключался не в официальном заявлении или грандиозной пресс-конференции, а в небольшой детали, которая оставалась незамеченной годами, скрытой подсказки, заложенной в закулисных кадрах, которые воспринимались как должное. Если внимательно присмотреться к движениям рук, направлению взгляда и резким изменениям расписания за последние 2 года, можно заметить совершенно неестественную закономерность. Почему Чингук, известный своей скрытностью, вдруг стал часто проводить время в студии в абсурдные часы, как раз когда Тэйон сталкивается с шквалом слухов, которые могли разрушить его карьеру? Публика, возможно, думала, что это просто преданность музыке, но реальность, которая сейчас раскрывается, говорит о том, что Чингук делал нечто гораздо более рискованное, смелый шаг, связанный с закулисными переговорами и ставкой на свое личное положение в компании. Это любопытство усилилось, когда фанаты начали понимать, что всякий раз, когда Тэйон был в самом тяжелом положении, Чингук всегда был рядом, не просто как друг, а как невидимый щит, совершающий молчаливые действия, смысл которых мы только сейчас понимаем. Нам нужно вернуться в прошлое, к холодной ночи в Сеуле, когда давление на крупнейшую в мире группу достигло своего пика. Индустрию К-поп часто описывают как фабрику грез, но для тех, кто в ней работает, это может быть золотая тюрьма, требующая совершенства без единого изъяна. Тэйон, с его артистичной и чувствительной душой, часто становится легкой мишенью для негативных стереотипов, намеренно создаваемых, чтобы подорвать его моральный дух. В этом заключается глубокий шок, о котором общественность никогда прежде не знала. Чингук осознал эту угрозу задолго до всех, благодаря внутреннему источнику, который отказался назвать свое имя из соображений безопасности. Выяснилось, что Чингук лично запросил встречу с высшим руководством, чтобы обсудить дополнительную защиту для Тэйона, даже если это означало пожертвовать своим собственным временем на сольную карьеру. Представьте себе молодого человека на пике своей мировой популярности, готового на время отойти в сторону, чтобы убедиться, что его лучший друг не утонет во тьме, созданной внешним давлением. Это не просто дружеские отношения, это преданность, выходящая за рамки любого трудового контракта. Эмоциональный аспект этой истории становится еще сильнее, когда мы вспоминаем небольшие моменты, которые сейчас кажутся очень значимыми. Помните, как Чингук выглядел очень уставшим во время прямой трансляции, но при этом широко улыбался, чтобы отвлечь внимание зрителей от Тэйона, который мрачно сидел в углу комнаты? Или моменты, когда Чингук незаметно брал на себя сложную часть интервью, когда видел, что Тэйон начинает чувствовать себя некомфортно? Это не совпадение, это была часть тщательно спланированной стратегии защиты. Фанаты, которые сейчас начинают это понимать, чувствуют себя так, словно их поразила молния средь бела дня. Они начали пересматривать старые видео, ища другие подсказки, которые могли пропустить. И то, что они обнаружили, было душераздирающим. Существовал код, понятный только им двоим, язык тела, указывающий на то, что Чингук говорил «я здесь». «Я забочусь о вас»,
не произнося ни слова перед миллионами зрителей. Однако почему именно сейчас? Почему этот секрет был раскрыт только после того, как так долго хранился в строжайшей тайне? Ответ кроется в инциденте, произошедшем несколько месяцев назад. Инциденте, который почти ускользнул от внимания крупных СМИ, но был случайно записан сотрудником, который сейчас уже не работает в компании. Просочившаяся в сеть аудиозапись, хотя и низкого качества, запечатлела эмоциональный разговор между Чингуком и его старшим менеджером. Во время разговора голос Чингука дрожал, но был тверд, он требовал, чтобы отношение к Тэйону было исправлено, иначе он предпримет действия, которые могут подорвать стабильность группы. Это та сторона Чингука, которую мы никогда не видим, смелая, решительная и яростно защищающая его. Он сделал это не ради похвалы, он сделал это, потому что чувствовал, что это единственный способ сохранить душу Тэйона в целости и сохранности посреди непрекращающейся бури. Напряжение только усиливается, когда мы понимаем, на какой риск шел Чингук. В мире, где имидж – это все, нарушение политики компании или занятие позиции, бросающий вызов руководству, может быть фатальным для карьеры. Однако, похоже, Чингуку все равно, он предпочитает быть тенью, защищающей других, а не звездой, сияющей в одиночестве. Эти скрытые подсказки начинают формировать ясную картину. Чингук тайно изучает юридические процедуры, консультируется с консультантами по вопросам конфиденциальности и даже тратит огромные личные средства на наем специальной команды, которая в режиме реального времени отслеживает негативные действия против Тэйона в социальных сетях. Все это сначала делалось без ведома Тэйона, молчаливая жертва человека, для которого счастье других важнее собственного признания. Когда эта информация начала просачиваться в фан-сообщество, реакция была смесью восхищения и глубокой печали. Многие задаются вопросом, какое тяжелое бремя Чингук нес в одиночестве все это время. Как он мог так энергично выступать на сцене, храня в себе такой важный секрет? Это заставляет задуматься об истинной природе человеческих отношений в условиях сильного стресса. Мы часто видим айдолов как товар, но эта история напоминает нам, что они – люди с глубокими чувствами и нерушимыми связями, которые не могут быть разорваны никаким контрактом. Поступок Чингука по отношению к Тэйону – явное доказательство того, что в условиях безжалостной конкуренции в индустрии все еще есть место для чистой искренности, жертвы, принесенной без ожидания чего-либо взамен, кроме безопасности и душевного спокойствия любимого человека. Со временем начали появляться и другие свидетельства, словно кусочки пазла, встающие на свои места. Некоторые внимательные фанаты заметили изменения в текстах песен, написанных Чингуком, которые, если взглянуть на них с новой точки зрения, звучат как любовное письмо, призванное придать сил Тэйону. Каждая строчка, каждый тон, словно хранящее тайное послание только для одного человека. Этот глубокий шок буквально потряс основы фандома, создав беспрецедентную волну эмоций. Они поняли, что все это время были свидетелями героической драмы, разворачивающейся перед их глазами, но были слишком слепы, чтобы увидеть ее, потому что были слишком сосредоточены на блеске сценических огней. Кульминация этой ранней главы приводит нас к гораздо более важному вопросу. Если это только начало того, что раскрывается, что еще скрыто за завесой? Что именно представляла собой та конкретная угроза, которая заставила Чингука пойти на такой шаг? И самое главное, как отреагирует Тэйон, когда наконец поймет, что Чингук тайно для него сделал? Атмосфера вокруг этой ситуации накаляется, в интернете продолжают появляться самые разные предположения. Каждый час появляется новая информация. Каждую секунду эта загадка углубляется. Как будто мы наблюдаем за триллером в реальной жизни, где на кону репутация, карьера и психическое здоровье двух самых любимых людей в мире. Ситуация еще больше осложнилась, когда руководство начало выпускать расплывчатые заявления, которые, казалось, пытались разрядить обстановку, но лишь еще больше подогревали любопытство публики. В воздухе витало настоящее напряжение, ощущение, что вот-вот произойдет что-то грандиозное. Зрители по всему миру теперь прикованы к экранам, ожидая следующего поворота событий в истории, которую они никак не ожидали. Это уже не просто обычные новости о знаменитостях, это пример верности, самопожертвования и мужества в цифровую эпоху. Смелость Чингука выйти из зоны комфорта, чтобы защитить Тэйона, вдохновила многих, но также вызвала опасения по поводу возможных последствий.
В каждом шаге Чингука прослеживалась очень зрелая модель поведения. Он действовал не только под влиянием мимолетных эмоций, но и в соответствии с продуманной стратегией. Это свидетельствует об уровне зрелости, редко встречающемся у людей его возраста. Он прекрасно понимает, как работает индустрия, и использует эти знания, чтобы манипулировать обстоятельствами в интересах Тэйона. Эти действия, которые когда-то считались странным поведением или необъяснимыми перепадами настроения, теперь воспринимаются как гениальные маневры человека, ведущего холодную войну за спасение своего лучшего друга. Осознание этого вызывает сильные эмоции у всех, кто следит за его успехами. Эта история не ограничивается действиями Чингука, а показывает, как они влияют на динамику внутри группы. Остальные участники, безусловно, были в курсе происходящего, и их молчаливая поддержка также была частью этой большой головоломки. Однако основное внимание по-прежнему уделяется Чингуку как главному движущему силе за кулисами. Он — фигура, готовая быть плохим парнем в переговорах с руководством, если это означает лучшие результаты для Тэйона. Его смелость быть непопулярным среди начальства, чтобы защитить справедливость для своего коллеги, это очень редкое явление в любом корпоративном мире, тем более в высокой иерархичной индустрии развлечений. По мере того, как мы углубляемся в детали, мы начинаем находить небольшие записи от сотрудников съемочной группы, с которыми они когда-то работали. Эти записи описывают моменты, когда Чингук прямо просил, чтобы внимание не было слишком сосредоточено на Тэйоне, когда тот чувствовал себя некомфортно, или как Чингук лично следил за тем, чтобы Тэйон был обеспечен питанием и отдыхом в условиях очень напряженного графика. Эти, казалось бы, незначительные мелочи, если их собрать воедино, образуют очень прочную крепость защиты. Фанаты, которые только сейчас это осознали, чувствуют вину за то, что критиковали или ставили под сомнение их поведение в прошлом, не зная о внутренней и внешней войне, которую они ведут. Эмоциональный поворот в этой истории достигает своего пика, когда мы рассматриваем одиночество, которое пришлось пережить Чингуку. Делать все это без признания, без похвалы и даже с риском быть неправильно понятым теми, кого он любит, это высшая форма жертвы. Он позволяет себе быть объектом спекуляций, чтобы отвлечь внимание от уязвимости Тэйона. Эта история братской любви настолько сильной, что она может бросить вызов даже самым влиятельным властным структурам. И теперь, когда занавес начинает опускаться, мир вынужден увидеть Чингука в совершенно новом свете. Напряжение, которое мы чувствуем сейчас, это лишь поверхность огромного айсберга. То, что произойдет дальше, определит будущее не только для Чингука и Тэйона, но и для того, как мы будем воспринимать музыкальную индустрию в целом. Принесет ли жертва Чингука сладкие результаты? Не окажется ли он втянутым в последствия своих собственных действий? Эта загадка продолжается с каждой новой раскрытой деталью, приближая нас на шаг к истинной правде, которая, вероятно, навсегда изменит все. Каждое слово в этом отчете — результат кропотливого расследования, сбора крупиц информации с разных сторон, которые ранее были упущены из виду. Мы стоим на пороге великого откровения, которое потрясет мир мировой индустрии развлечений. И, закрывая первую главу этого расследования, можно с уверенностью сказать одно: то, что мы знаем о Чингуке и Тэйоне, это только начало. Еще предстоит раскрыть множество слоев, раскрыть множество секретов, и этот путь к кульминации станет самым эмоциональным и волнующим в жизни каждого, кто их любит. Мир затаил дыхание, ожидая следующего хода в шахматной игре с высокими ставками, которую Чингук ведет ради безопасности Тэйона. Молчание в социальных сетях со стороны заинтересованных сторон только усиливает и без того сильное напряжение. Это затишье перед бурей, или сама буря уже начинает накатывать? Что мы знаем наверняка, так это то, что связь между ними гораздо глубже, чем мы когда-либо могли себе представить. И жертва Чингука — самое убедительное тому доказательство. Мы продолжим следовать по оставленным следам, ища ответы на постоянно возникающие вопросы, потому что правда, какой бы незначительной она ни была, имеет право быть известной миру, который видел ее лишь поверхностно. Переходя ко второму уровню этого глубокого расследования, мы должны осмелиться взглянуть прямо в темноту, окутанную сверкающими неоновыми огнями мировой сцены.
Если в предыдущей главе мы лишь коснулись поверхности искренних намерений Чингука, то здесь мы разберем более ужасающие, а также восхитительные физические свидетельства того, насколько человек готов встать на защиту других. Вы когда-нибудь представляли, что за рядом фантастических показателей продаж альбомов и непревзойденных рекордов стриминга скрывается цифровая черная книга, в которой перечислены реальные угрозы жизни и репутации Ким Тэ-йона? Эта тайна начинает раскрываться, когда бывший высокопоставленный сотрудник службы безопасности, говоривший на условиях полной анонимности, рассказывает о существовании теневого подразделения, которое формально не числится в официальной структуре компании, но полностью финансируется и контролируется одним человеком – Чингуком. Как самый молодой участник группы мог обладать такой финансовой мощью и столь обширной сетью контактов, чтобы создать параллельную систему безопасности, работающую вне поля зрения центрального руководства? Напряжение начинает нарастать, когда